Сегодня у нас яркая солнечная погода, пчелки вылетели, но это как бы все обманчиво. На самом деле у нас плюс 4, северный ветер, а те пчелки, которые вылетают, ну это настоящие труженицы. Молодцы. Ну раз они трудятся, то придется и нам потрудиться, и несмотря на такую прохладную, зябкую погоду, снять видео, в котором я, как всегда, отвечу на вопросы, которые мне поступили. Итак, несколько дней тому назад, вернее, неделю тому назад, я выпустил видео, в котором рассказывал, как я делаю, для чего я делаю, как применяю ли я вообще дони с дополнительной вентиляцией, как альтернатива сетчатым дониям. И там я сказал, что хоть данные донья у меня есть, и я их делаю, но я их делаю с пристрелом на аномальную жару, которую обещают нам ученые. А вообще их не применяю. То есть один раз в практике применял, только тогда, когда температура воздуха летом шагнула за 40. А так мои пчелки справляются, так как я использую технологию, которая позволяет и зимой, и летом помогать пчелам поддерживать нужный микроклимат в улье, не, будем говорить так, не применяя сетчатых доньев и какой-либо еще дополнительной вентиляции. Вот, так что сейчас я вам как бы постараюсь сжато, но подробно рассказать, в чем суть этой технологии. Хотя во многих роликах я о ней уже упоминал, но она упоминала всегда как-то вскользь. А сегодня поподробней. Итак, начнем с зимы. Зима. На улице минус 5, в клубе плюс 20. Берем эту температуру как бы за основу. Что по закону физики происходит у нас здесь внизу, на границе соприкосновения такого теплого воздуха и холодного, который заходит минус 5 и минус 20. На этой границе происходит конденсат, собирается влага. В данном случае зимой это иней, отсюда и плесневеют рамки, повышается влажность, плесень, вследствие чего и болезни пчел, и так далее, и тому подобное. Что делает пчеловод, который не знает, что делать в этой ситуации? Он заходит на YouTube, а там в один голос кричат: вырежь дно, поставь сетку. Легкий путь и нет проблем. Режет дно, ставит сетку, легкий путь. Конденсат внизу побежден. Бурные аплодисменты. Сколько минусов дает эта сетка, мы как-нибудь в следующем видео расскажем. Там не столько плюсов, столько минусов, только никто не хочет это замечать. Нож уже порезали, куда деваться, деньги уплачены. Что надо сделать, чтобы не портить дно в улике, не нарушать у пчелы естественный ход ее жизни, потому что когда вырезается дно, это неприродно для пчелы. Большой поток воздуха зимой начинает ее подгонять вверх. Она бросает корма, поднимается вверх. Ей надо поддерживать необходимую ей температуру для жизни. От этого идет повышенное потребление корма. Повышенное потребление корма, перегруз ее кишечников. Если в случае затяжной зимы на зимотозе ей обеспечен. Что делаем мы? Поскольку мы учились хорошо с вами в школах, знаем законы физики. Для того, чтобы убрать снизу конденсат, надо отдалить теплый воздух подальше от холодного и сделать промежуток такого нейтрального воздуха, потому что если дальше от клуба, уже там температура плюс 10, плюс 8 понижается.
Вот. Для этого мы применим очень сложное оборудование, но в данной ситуации нужное. Вот это оборудование. Это просто 145 корпус. Поскольку на пасеке у каждого пчеловода их достаточное количество, то в данном случае не надо здесь тратиться на сетку, тратить время, резать днище и приносить как бы дискомфорт пчелам. Что мы делаем? Итак, мы установили между глухим дном и гнездовым корпусом пустой 145 корпус. Какие плюсы мы получаем? Прежде всего, мы не вмешиваемся в привычную жизнь пчелосемьи. То есть мы не открываем ей дно на всю, не ломаем ее через колено, убеждая, что это ей хорошо, просто она этого не понимает. То есть здесь обычное дупло, без каких-либо изменений. За исключением того, что мы увеличили пространство между гнездом и дном, тем самым отдалили линию соприкосновения резко холодного и резко теплого воздуха. То есть у нас здесь нейтральный воздух, вследствие чего не образовывается иней, не поднимается влажность, нет плесени. То есть пчеле хорошо и удобно. Кстати, поскольку уже о зиме заговорили, и как мы уже знаем, что конденсат появляется в местах резкого соприкосновения холодного горячего воздуха, и здесь тоже такое соприкосновение, то если поставить пустой корпус и сверху, то есть отдалить линию соприкосновения, то вверху тоже не будет никакой сырости, никакой плесени, никакой влаги. Также хочу заметить, что зимой вот этот нижний литок я открываю на всю, и пчела, исходя из своей силы, сама регулирует его. Она выстраивает там такие перегородочки, тем самым она регулирует приток холодного воздуха. То есть это говорит о том, что даже такого большого литка для нормальной жизни пчелы зимой великовато, и она его регулирует, не говоря уже о том, когда режут сетчатое дно. То есть в том случае пчела просто в шоке. Она не понимает, за что над ней пчеловод так издевается. Она же ему мед носит, как бы старается ему прибыль принести, а он ей на. Ладно, прошли. Дальше, какой плюс еще этого корпуса? Когда семья собирается в клуб, она собирается не на рамке, на ложе, а она свисает. То есть ей достаточно не вот этого большого ложа, на которое бы она бы уселась. Представляете, сколько там места, где можно еще меда разместить. А она это тоже ж понимает. Пчела она живет не во вред себе, она живет, опираясь на инстинкты самосохранения. И поэтому, если у нее здесь есть пустое пространство, то она начинает ложе, она все заливает медом, оставляя себе такой небольшой кусочек для ложа, зацепляется за него и дальше свисает уже такой бородой. Осенью я приподнимал корпуса и наблюдал, как они сидят. И потом постепенно наступают холода, она постепенно поднимается, подъедая мед, ничего ее, извините за выражение, в жало не гонит. Здравствуйте, друзья! Я пасечник, и это моя природная аптека. Натуральные настойки, сделанные вручную из лучших трав. И живет, зимует комфортно, в меру его потребляя, и тем самым может выдержать практически зиму любой продолжительности. То есть затяжная зима при такой постановке вопроса ей не страшна. Ну, в принципе, может, что-то я и пропустил. Тогда, если так вот буду говорить, по ходу добавлю. Теперь лето. Что у нас происходит летом? Перед тем, как сказать, что происходит летом, как я сказал, вспомнил. Экономия кормов сумасшедшая, поскольку она работает в обычном своем режиме, а не перетруждая себя. А значит, идет малое потребление кормов. То есть подкормка зимой ей вообще не нужна. То есть если пчеловод
нормально закормил, не пожадничал, то в данном случае кормов ей хватит еще и на весну, и на лето. Так, теперь летом. Что происходит летом? Берем за основу 35 градусов, клуб. На улице уже там 37, 38. Ну, даже если на улице 35, то есть пчеловод говорит, все, значит, бороды пошли, пчела выкручивается, что делать? Опять же, караул на YouTube, там говорят, режь дно. Что бы ни случилось, режь дно. Все, больше, кажется, других способов нету. Оказывается, есть. Если вы поставите пустой корпус, то опять же, вот эта воздушная подушка, она теперь играет как кондиционер. То есть, когда горячий воздух заходит внутрь, а здесь внутри находится более уже охлажденный воздух. Это как вот, когда нам жарко, мы заходим в тень. То есть своеобразная тень. Они соприкасаются, он тоже начинает, то есть два воздуха, когда соприкасаются, начинает тот горячий, который зашел, упал в тень, он начинает охлаждаться. И пчеле не надо выкручиваться. Если ей надо, кстати, провентилировать гнездо лишний раз, и даже не надо здесь на прилетках высаживаться. Вот, может, кто-то видел, когда пчелки сидят и крылышками машут. Они просто опускаются на дно, начинают вентилировать. Я тоже наблюдал такую картину, когда жаркая погода, приподымал, смотрел. Они на дне сидят, и вот этот прохладный, охлажденный воздух поднимают вверх. То есть, как бы это своеобразный их кондиционер. Какой еще большой плюс дает нам этот 145-й пустой корпус? Все мы с вами знаем, что одним из факторов состояния пчелы, является недостаточный объем жилого пространства при большой сильной семье. В данном случае, вот если бы корпуса не было, пчеле не хватает места, все, она входит в роевое состояние. Здесь же, если пчеловод вовремя не посмотрел, вовремя не пришел, не проверил, бояться нечего, потому что его есть еще целый 145-й корпус, куда пчела потянет языки. То есть пчеловод выигрывает время, чтобы подставить ей мочину, сушь, ну, кто на что гораздо. Что касается весны и осени, ну, там все идет так же. Весной во время очистки доньев, покраски корпусов, когда устоялась теплая погода, я убираю нижний корпус, когда сжимаю гнездо, когда начинает этот расплод появляться, для покраски, для ремонта, ну, потом его опять возвращаю. В принципе, его можно и не снимать. То есть он может стоять круглый год и приносит только положительные результаты. Ни одного отрицательного, как в отношении сетки, говорится, есть плюсы, есть минусы. Вот я минусов этого корпуса за много лет не заметил. Не заметили мои товарищи, которые тоже практикуют такую технологию. Ну, в общем, как бы, что так в голове вертелось, что вспомнил, рассказал. Если вдруг что-то я упустил, задавайте вопросы в комментариях, я отвечу. Но у меня просьба большая по вопросам в комментариях. Иногда вот мне так звонят, говорят, подскажите, пожалуйста, там, я просмотрел, какой гвоздь надо забить в доску. Ну, прокрути, да посмотри, какой гвоздь забить в доску. То есть те вопросы, которые задаются, абы задать их, или от собственной лени, чтобы там лишний раз ролик не посмотреть, ну, на эти вопросы я отвечать не буду. Если вопросы по существу, по делу, я всегда отвечаю и в комментариях, когда мне позволяет интернет, просто у нас плохой очень здесь интернет. В телефонном режиме есть мои телефоны, то есть никому не отказываю, созваниваются со мной, и за границей тоже не отказываюсь, то есть всегда нахожу время для общения.
В общем, что знал, рассказал, чем мог, поделился. Пора прощаться. До новых встреч. Настойка красного корня – это природный секрет долголетия, который выбирают мужчины и который выбираю я.